Друзья мои, всем привет! Вы снова на YouTube-канале Мусорщик, с вами Витек на связи. Сегодня у нас необычный день, сегодня мы зарабатываем деньги. Деньги зарабатываем мы из мусора и пытаемся, как в названии видео сказано, забрать 16-й iPhone, а возможно и даже новенькую Ниву. Как все это дело происходит? Пришла мне рекомендация от моих подписчиков после снятия видеоролика на канал Виктор Раковец о разборке цветных металлов. Вот, пришла рекомендация мне из города Слуцка, что у них какая-то знакомая сдала черметик и забрала 16-й iPhone. Сдала черметика на 30 белорусских рублей. Вдумайтесь в маразм этих слов. Вот, ну не маразм, не знаю, как это называется. 30 рублей 16-й iPhone. Сколько сегодня в Беларуси стоит 16-й iPhone? В общем-то, я начинаю мониторить эту тему. И оказывается, в моем городе, в городе Заславле, есть та самая чудо-приемка. Приемка экологии города. Более того, это приемка, где была Ася. Более того, это приемка, где этот добрый человек-приемщик помогал нашей Асе. И тут звезды у меня просто сошлись. Я начинаю мониторить, и оказывается, что у них госцена самая большая цена в Беларуси. Круче их только звезды. Не переплюнет никто. И получается что? Я с офигенным кайфом уже здесь, на месте. Вот. Буду сейчас сдавать свой черметик. А сдавать я его буду немало. Вон моя Ивека стоит, полный контейнер. Не, на самом деле оно легкое, там до тонны. Вот, то, что насобиралось под ногами за сезон, скажем так. Ну и от разборок металла. Так, что же я хочу рассказать. 16-й iPhone, Нива. Как все это дело выиграть? На самом деле, на сайте там написано, вот, но я не любитель читать. Приемщик нам сегодня обо всем расскажет. Так, я освещаю саму приемочку. А вообще, моя любимая, уважаемая аудитория, это ли не самый большой плюс воспользоваться халявой? Именно поэтому я для вас решил записать вот этот вот контентик. Потому что я вас люблю за то, что вы меня смотрите, ставите мне лайки. И мне хочется, чтобы вы также воспользовались халявой. У меня 12-й iPhone, битый, и я бы хотел себе 16-й. От него бы тоже не отказался, но это уже ближе к звездам. Так, о нюансах акции расскажет приемщик. Я же вам покажу приемку. Почему сюда? Автомобильные весы, смотрите, чест вес, класс, то есть честно, электронные весы, без проблем, нас взвесят, то есть неудобно, я грузовиком заехал, можно легковой, взвесился, съехал, высыпался, опять заехал, взвесился. Кстати, пишут в комментариях, что на металлоприемках нет денег. Я узнал, позвонил по телефону, в экологии города вас рассчитывают тут же, сразу, на месте, приехали, рассчитались. И у них по всей республике Беларусь есть приемки. Короче, это круто. Перед тем, как я сдам, наверное, я сдам металл, а потом приемщик нас посвятит в детали. Чик. Ну что, посмотрим, сколько завесила наша Ивека с железяками. Между прочим, цены меняются. Вот, они еще принимают цветные металлы. Друзья мои, неважно какого металла, на 30 белорусских рублей. А как вес глянуть? Вижу. Тресс, смотрите, видеонаблюдение, все четенько. А вот и наш вес машинки. Можно съезжать высыпать, да? Да. Ага, все. Я лечу, съезжаю, высыпаю, все вам показываю и рассказываю.
столкнулся за гнилой контейнер, но я его специально использую дома для сбора металла. Так, идем смотрим вес пустой машины, и нам там как-то сейчас посчитают наши заработанные деньги. Ты будешь рассказывать? А товарищ приемщик нас просветит в детали вообще сдачи металлолома. Плюс-минус, что такое приемка экологии города. И что же за чудная акция, от которой мои подписчики уже забрали свои айфончики. А я еще как лошара хожу с 12 битом. Поэтому, друзья мои, смотрим видос до конца. Мать. Вес тачки 9360. Тонна 380. Тонна 380, нормально. Так, ну, в деталях уже на улице будем говорить. Так, друзья мои, на въезде вот Заславль, как улица называется? Советская. Советская 112. Вот. ЗМК «Экология города», есть баннер у них. Причем баннер сразу с ценами. То есть, чтобы не было такого, что вы там на сайте прочитали, а потом на приемке оказалось по-другому. Ну, а вообще на всех так приемках, не знаешь? Ну, насчет других металлоприемок не знаю, но Ну, по нашей торговой сети у нас так. Да. Помимо того, что у нас на баннере ценники представлены, у нас еще есть информационный стенд, на котором всегда размещается актуальная информация. А, вот и про акцию, кстати. Друзья. 15 айфончиков и Нива. Ну, лучше, чтобы вот рассказал человек. Потому что я читал, читать не люблю. Кстати, я сдался, мне дали вот такой чек. Что мне надо дальше сделать? Дальше нужно взять мобильный телефон, включить камеру телефона, отсканировать QR-код. QR-код приведет на страницу регистрации. В регистрации там заполнять данные, которые требуются. После прохождения успешной регистрации приходит сообщение. Если я его потом потеряю? Чек нужно сохранять до конца акции. Ладно. Короче. Так, ну можно, собственно. Пошли туда тогда, к металлу. Более детально пообщаемся. Друзья мои, заготовитель, правильно называется? Начальник участка. Начальник участка, Андрей, будет нам сегодня рассказывать вообще о всех этих нюансах. Ну, конечно, хочется, наверное, посвятить немножко и экологии непосредственно. Вообще классная контора называется «Экология города», уже само по себе звучит. Вот. А второе, что меня, конечно, больше интересует акция. Ну, конечно, напишет, Витек, как всегда, любит халяву. Макса колбасу на халяву поесть, на халяву айфон, на халяву бабло. Кто ее не любит, эту халяву? Как ты думаешь? Все любят. Все любят. Конечно. Так, я прочитал в интернете, что в Беларуси экология города, у нее государственные цены. Да, все То верно. есть полностью соответствует. Да, смотрите, на сегодняшний день, в принципе, у нас цены на металлолом являются регулируемыми государством. То есть цены все у нас устанавливаются регулятором компании Белвторчурмет и в последующем утверждаются Министерством промышленности. Подожди, а как же те участники, о которых вот пишут, мне вот даже подписчики пишут, что, блин, у нас там типа участник принимает, там цена такая-то, ну это как, как это работает? За других, скажем так, говорить я не буду, потому что не буду делать какую-то рекламу либо антирекламу. Могу рассказывать только, как у нас это работает непосредственно в компании. Потому что, в принципе, даже в государстве. То есть цены, если у нас указ президента, сейчас название номер точно не скажу, и указом президента цены на лом-металла являются регулируемым государством. То есть это говорит о том, что цены устанавливаются регулируемой организацией, тоже в данном случае Белвторчурмет, и все организации без исключения должны руководствоваться при приемке металлолома ценами, установленными Белвторчурмет по прайсу. Ну ты наговорил. Короче, слушай, у нас сейчас получается, вот у меня 5% поставлено. Я думаю, справедливо, у меня там ведро воды минимум было. Дождевой. Так, 49 копеек килограмм. Все видно. Если приходите на приемку и вам говорят 40, вас откровенно хотят нагреть. Я уже так для себя сделал выводы, вы делаете выводы свои. Ну и, короче, я бы вот, кроме экологии города... Сколько приемок по Беларуси, не знаешь? Вообще, в общем ли в экологии города? Не, у экологии города. Порядка на сегодняшний день 50. 50 приемок. По-любому каждый должен найти, куда сдать на 30 рублей. Так, теперь про акцию. Надо сдать любого металла, написано на 30 белорусских рублей. Все верно. Значит, у нас акция действует от суммы от 30 рублей. То есть приезжаете на нашу металлоприемку, то есть в регионе, в котором находитесь, хотите сдать металлолом, сдаете металлолом, вам на выходе выдают вот такой вот чек. Дальше переходите по QR-коду, указанному в чеке, регистрируйтесь, соответственно, принимаете участие в розыгрыше. То есть у нас уже на сегодняшний день проведен первый этап акции, разыграли первых 5 айфонов 16. Ну и вот, кстати, таки знакомая моих подписчиков и выиграла, что я сюда и приперся. Слушай, второй момент. Я позвонил узнать про цены, про все, вообще соответствует ли по номеру телефона на сайте.
И мне девушка загрузила голову, просто загрузила голову, что молодой человек, вам не надо никуда ехать. Если у вас там металла 300 килограмм, мы сами приедем, не тратя время и топливо. Это вообще работает по региону? У нас, да, также представлена выездная заготовка. Если звонить на номер 295, в том числе могут вам прислать, если нет возможности привезти на металлоприемку, могут вам отправить машину, забрать металлолом. О, друзья мои, я хочу сказать не то, что отправят. Это как я вот звонил по Заславлю, это даже такая навязчивая услуга. Экономить ваше время и топливо, поэтому, ну, пользуйтесь. Халява, я опять же таки халява от экологии города. Да, ну, скажу один момент только, что участвуют в розыгрыше только те люди, которые сдают непосредственно на металлоприемку. Потому что на сегодняшний день на выездную заготовку пока что не работает. Ну, ясно. Ну, тогда, друзья мои, надо ехать самим на пункт приема. Ну, собственно говоря, у меня-то загружено, мой металл все равно никто не забрал, у меня все тут как бы контейнер просто гнилой стоит во дворе. Так, а Ниву? Да, у нас вообще проводится в 3 этапа розыгрыш, то есть уже первый розыгрыш проведен, первый этап, разыграли 5 телефонов, как я уже говорил. Сейчас 2 последующих этапа, будет следующий этап розыгрыш 10 ноября, разыграем 5 телефонов, в последующем 3-й этап будет разыгрываться 5 телефонов и автомобиль Нива. Смотри, насколько я вот прочитал, вот я сегодня, у нас ноябрь, октябрь, ноябрь, я сдал, да, я участвую в розыгрыше Apple, так? Но и также этот чек уже будет участвовать в декабре автоматически, числе, да? На розыгрыш Нивы в том числе. То есть пофиг, в каком месяце сдавал? Не важно, да, в каком месяце. То есть все, в принципе, которые сдавались с сентября по декабрь включительно, они участвуют в розыгрыше суперприза машины Нива. Так, друзья мои, начальник участка нас про халяву проинспектировал. Все остальное можно на сайте посмотреть. Я закреплю ссылку обязательно. Но мне повезло, в моем городе есть такая приемка. В городе Слуцке, я, кстати, тоже знаю, есть. По Минску вообще, наверное, дофига. Да, Минск, Минская область. В принципе, вся информация по всем металлоприемкам, которые есть по Минской области, на сайте представлена. Тоже классно. Минск, Минская область, Брестская. Слушай, ну, раз ты такой разговорчивый, я уже посетил металлоприемку. Сейчас человек ответит по телефону, работа важная. Хочется мне, чтобы наш начальник участка немножко и рассказал все-таки про дальнейшую жизнь вот этого вот самого металла. Я-то это все знаю с детства, друзья мои. Но хочется, чтобы вы понимали, когда вы сдаете металлолом, какую вы несете пользу не только своему бюджету, но и окружающей среде. Хотя про окружающую среду понятно. Слушай, а можешь вкратце рассказать, какой дальше путь пройдет металл? Знаешь вообще? Весь металлолом, который мы собираем от населения, в последующем мы отгружаем на Белторчмет. Белторчмет его перерабатывает и дальше отдает на производство. То есть дальше в последующем с них изделия делают. Слушай, а мне всегда было интересно, на ютубе можно поискать, но это такой, наверное, сторонний вопрос, к ролику не относится, да? Раньше я когда там, допустим, права только получил, помню, в Гатово ездили, там очередь, чтобы сдать металл, вот была, ну не знаю, 3 суток можно было стоять. Была у меня история одна такая, что помню, в очереди стояли, а мужик на КамАЗе был, и говорили, ну, пацаны просили пропустить этого мужика на КамАЗе, потому что он в очереди уже там проиграл этот металл и деньги, короче, ну он уже, все, это уже было не его, но чтобы только сдать, короче, бедолага там 3 дня жил в этой очереди, да, друзья мои, на Черметах, кто помнит, пишите, действительно был такой бум с металлом, нельзя было сдать, а сегодня можно сдать даже консервные банки, кто-то на 30 рублей собирает, чтобы iPhone мой выиграть, или ваш, не знаю, направляшки от мебели. Слушай, раньше разделяли чугун и сталь, сейчас не разделяют. Нет, сейчас уже чугун, сталь идут в категорию черный металл. Ну это понятно. Интересно, вот на моменте переработки, знаешь, как это происходит, отделение или нет? Вот. Это вопрос больше Белторчмет. Ну это да, ну интересно было бы, Белторчмет, если смотрите, пригласите на экскурсию переработки, очень интересно на самом деле, как происходит отделение этого металла. Что еще принимает экология города? Я же все подснял, медь, да? Ну в принципе да. Все металлы. Ну в основная позиция это черный металл, алюминий, медь, латунь, аккумуляторная отработанная, свинец. И государственные цены. То есть раньше мы ездили, только было в Гатово государственные цены, в Минске, кто знает поселок Гатово. Сегодня можно сдать в 50 пунктах приема по всей республике. Как-то вот так. Так, что там у нас? Я съезжаю с весов, регистрирую чек свой. Вот. Что вам? Вам тоже пожелаю удачи, короче. Регистрируйте, ссылку на сайт оставляю, номера оставляю. Такой вот промежуточный, неплановый видеоролик, чтобы не только я ходил с 16-м айфоном, и не только мои подписчики, и еще кто-нибудь, кто видео посмотрит. Лайк, репост и комментарий. Обязательно репост, друзья мои. До декабря месяца об этом должно узнать много людей.